Добро пожаловать в Аргентину! Ты завтракаешь? La situación es complicada, sí, sí. Esa gira 3 cuadras y media para allá, al frente de una escuela hay una. Есть типа какие-то преступные группировки, возможно, но... Esto, el riel, el acero, de vigorea. Чистишь зубы, и жизнь уже становится лучше. DNI de los dos, por favor. ¿Cómo? DNI, documento. А дом оказался живой, вон тот. Я только что был свидетелем того, как 2 или 3 охранника ехали на этом составе, и они подъехали, ну, чисто, чтобы к вокзалу туда идти. Ну, это путейцы, наверное, не охранники. Не-не, именно охрана с пистолетами, у них была кобура. И здесь сейчас в депо, в общем, тоже приехали машины, люди начали работать. То есть, когда мы пришли, видимо, еще рановато было для рабочего дня, но сейчас началась движуха. Вон, видишь, локомотив начал двигаться. Смотри, тут перемалывают на стружку металл. Охренеть, да. Обалдеть. Короче, видимо, это основное депо, где они вагоны ремонтируют, там обслуживают, локомотивы тоже. Вот здесь вот станция, но плюс в том, что местные здесь ходят. Вот, например, тут девочка выгуливала собаку недалеко, и сзади меня жилые дома, они прям к станции примыкают, поэтому мы мозолим глаза, но не прямо, чтобы сильно. Знаешь, если здесь это ремонтное депо, то они могут сюда вагоны свозить для ремонта, и отсюда поэтому, ну, может быть дополнительный трафик, связанный с этим ремонтом. Возможно, что-то сегодня все-таки со станции отправится в нашу сторону. И, то есть, если это этот состав будет, то, скорее всего, у нас будет время залезть на него, пока он будет стоять просто. Нам нужно будет пойти туда вглубь станции, но не прям вдоль этого поезда, а типа, например, за следующим поездом. Те, кто нас увидит, они типа не связали наше передвижение на 100% с этим поездом. И дальше, ну, когда мы пройдем там уже, ну, не знаю, пару вагонов, в какой-то момент просто резко на него перелезем. Слушай, ну здесь такое место, мы как будто к кому-то домой зашли. Не, ну сейчас мы ни у кого не дома. Да, но люди наверняка воспринимают это место как часть своей территории. Вон там собака большая воспринимает это как часть своей территории. Стрёмненько. Ну, здесь вот здесь можно сесть, да. Вот здесь прямо. Да, прямо здесь. Здесь все-таки спокойнее. Ну, там это вышка, вокзал. Типа там силы, тут могут быть только как будто силы, типа тех, кто поезда составляют. А там еще может быть какая-то непонятная, что это за гудок, Илья? Как будто прибывает поезд еще один, да, с юга, с юго-востока. Как бы что-то типа местных трущоб возле железной дороги, небольших. Я знаешь, думаю, что это самострой, типа, что это просто люди сами, ну, да, как-то здесь взяли самострой и что-то построили. И я ощущаю, как будто бы мы прям зашли на чужую территорию немного, потому что как будто бы люди это все воспринимают как свой дом. Вот здесь сейчас парень сидит рядом, ну, у него открыта калитка, и было видно, что его прямо бреют там. Типа сюда никто не заходит, это такое место, типа здесь нет, ты ниоткуда никуда здесь не будешь проходить, ты должен целенаправленно сюда прийти или на станции, вот как мы, типа, тусоваться, и тогда ты здесь окажешься. Походу рабочий день закончился у машинистов, потому что вот станция, и сейчас она пустая. Ну как, точнее не пустая, но нет работников. Собачела вышла к нам, но она добрая. Ты уверен, что она добрая? Да. Она лохматая, Илья. Слушай, здесь такое ощущение, что их заправляют из этой штуки, да? Не знаю, может. Ну, кстати, вот здесь можно ныкаться тоже, сидеть. И более-менее все видеть. Вот ну, кстати, да. Сюда только зайти. Ну-ка, подожди. Я хочу посмотреть. Там вообще ништяк ныкаться. Там, может, даже можно переночевать. Ну, здесь сидеть точно можно, ночевать. Тут канава просто, понимаешь? Если ты очкуешь идти здесь, предлагаю сделать так. Обойти все, подняться на мост и с моста посмотреть, типа, кому надо подойти точно. Чтобы сверху оценить, как у них, типа, здесь охрана устроена. Ну, типа, если мы пойдем дальше, мы, возможно, и с большой вероятностью не встретим машинистов, но с большой вероятностью этот охранник нас возьмет за жопу. И если он будет
хреновым охранником, мы поедем в комиссарию. Да не поедем, я думаю. Если хорошим, то, возможно, он нам как-то поможет, но не факт. Ну, может, вряд ли. Он может нам просто, типа, воды налить. Вот так. Нам такая помощь не нужна. Нам нужно, чтобы он сказал, когда поезд поедет. Только что поговорили с местным чуваком, который здесь живет в домах, и он оказался инженером, который с поездами работает. И он нам сообщил информации немножко. То, что да, здесь в целом есть движение, отправляют поезда часто, но сегодня вот то, что мы видели, ну, почти не было никаких отправлений. Вот, сказал, что может быть ночью опасно, осторожно ходите. И вроде как подтвердил в целом то, что мы думали, да? И главное, что еще сказал, что нет расписания работы. Типа 3 смены по 8 часов у них. И, то есть они работают 24 часа. Но я не знаю, относится ли это ко всем подразделениям. Ну и плюс, потому что они в принципе могут ночью работать. Ну, это не значит, что они будут, например, сегодня ночью работать. Мы зашли просто похавать в кафешку, и здесь на заднем дворе оказалась такая тема в пристройке, да, люди играют просто в бильярд, сидят в карты, режутся. В общем, такое место, где они культурно проводят время. Не ожидал такого увидеть. Наш поезд пока не подцепили. Те ребята, к которым мы подошли первые, они продолжают работать, там у них тут шум. И это, кстати, нам на руку, что будет шум какой-то посторонний. Вот уже локомотивы какие-то подъехали. Я надеюсь, что сейчас они подцепят этот состав, и мы поедем. Я, кстати, думаю, Илья, когда поезд поедет к стрелке, и когда чувиха-стрелочница пойдет, и вот она уже идет, мы можем прям сразу на эти вагоны залезть, не ждать, когда они подцепятся, а вон туда пройти и сразу залезть. Ну, когда чуть-чуть здесь потише дышать будет. Ну да, ну вот идет девочка, путейка или не знаю, девочка-путеец. ¿Sí sabes si un tren va a salir al norte? No, ahora no sale, porque esto solamente va para Calera. ¿Es lejos la Calera? No muy lejos, pero tiene un trecho, o sea, tiene un caminito. ¿Y cuántas horas más o menos de acá? No, ahí ponele 2 horas, 1 hora Ajá. y media. Окей. Es en las montañas, ¿sí? Sí, un poquito antes. Un Ага. poquito antes. O sea, esto va a buscar piedra. Хорошо, что ты начал этот диалог, потому что мы узнали все, что нам нужно в итоге. Да. Но типа, я боялся его начинать. Но она отлично рассказала. Как думаешь, что она будет делать, когда мы залезем на поезд? Я думаю, что она будет хихикать, типа такая хихихи, как прикольно. Ну, мне показалось, что у нее такое настроение на этот счет. Она спросила, типа, вы туда хотите поехать, да? Типа вот так. Но мне показалось, что у нее игривое настроение на этот счет. Такая, мальчики, а может быть, ко мне домой поедем? Ага, если бы. Нет. Я услышал это. С этой картонкой нас никто не позовет, бродяга. Ладно, но мне кажется, надо идти сейчас. Да, пойдем. Вот этот удобный вагон, мне кажется, да. Здесь можно нормально спрятать. Давай сюда. Мы вовремя, там охрана. Они нас видят? По-моему, нет. Они на меня посмотрели, но такие типа хуйня. Девочка-путейка сказала, что ехать нам где-то 1,5 часа, 2 часа. То есть, я так понял, даже не доезжает он до каких-то гор. Ну, не знаю, посмотрим. Но вот накачивают магистраль тормозную. Сказала, что сегодня еще нет каких-то других поездов. Поэтому этот поезд нам оптимально подходит. Слушай, он очень быстро тронулся. Но он же легкий. Ну да, но я имею в виду, что мы бы хрен залезли на него, если при отправлении бы хотели. Офигеть! А интересно, когда пригородный ходит, он тоже задевает эти все ветки? Там охранник был на переезде, ты видел? И здесь тоже. Да? А это они поезда охраняют или что? Я не знаю. Это другие какие-то охранники. Здесь какие-то трущобы мы проезжаем. Здесь какие-то вообще... Вот полиция тоже здесь, да.
Очень много полиции вдоль поезда стоит. Слушай, это странно немного. Но мы едем через какие-то трущобы, бродяга. Но все равно странно, я согласен. Но они типа из-за поезда стоят? Или они просто там, у них блокпосты типа? Я не знаю. Знаешь, что я думаю по поводу того, заваляют ли нам здесь? Но Я думаю, с удовольствием. я тоже. Мы сейчас проезжали через такие трущобные районы, и чувак, такие подростки, нам, короче, показывали неприличные жесты, типа они нас выебут, и все в таком духе. В общем, добро пожаловать в Аргентину, в неблагополучные ее районы. Но может они просто, типа, скажем так, без злых намерений так делали. Офигеть. Да, огромное шоссе. Я так понимаю, это окружная Кордоба. Мы сейчас выезжаем из Кордобы. Охереть. Здание прикольное. Смотри, старый поворотный круг. Здесь станция была большая. Или просто паровозы здесь разворачивали. Но эти не хотели нас опиздюлить. Единственное, о чем тебе нужно думать, чтобы ты сошел аккуратно. Картонку, рюкзак, там, камеру, ну что-то все еще, что нам нужно, я могу спустить. Оля. Сейчас остановимся и сходим. Четко к платформе подъехали. Это как, давай, он сейчас может дернуться и поехать. Подожди, Илья, не торопи меня, пожалуйста. Хорошо. Ладно. Мне так, видишь, мне даже тяжело просто шагнуть. Хорош. Типа мне не так уж это легко сделать. Картонка животворящая нам всегда пригодится. Hola. Hola. No puede viajar arriba del tren, maestro, así de esa manera. ¿Sí? Sí, un delito eso, jefe. Ah, Viajamos de Córdoba. Sí, imposible. Usted tiene que viajar en un tren de pasajeros, en un tren de carga, no, no se puede. Sí. No pueden venir subir arriba de los vagones, ¿saben? sí, nos dijeron. No, si llegan a caer, golpear, vamos a tener después otro problema nosotros. Ujú. Sí, perdona. ¿Ah? ¿De Córdoba? Ya vienen ustedes, yo lo vi allá en el paso nivel, pero bueno. Sí, de Córdoba. Sí, no pueden venir subidos arriba de los vagones. Bueno, ¿Es el última parada del tren? ¿ustedes qué quieren hacer? ¿Quieren salir de viaje? No, queremos volver a Córdoba. ¿A Córdoba? Bueno, con este tren que está acá. Lo único que sí van a tener que pagar boleto, ¿eh? O sí podemos ir con maquinistas, ¿no? No. Tienen que viajar como pasajeros, chicos. Ajá. Denle ahí de los dos, por favor. ¿Ah? Denle ahí de los dos, por favor. ¿Cómo? Denle ahí documento. Ah, Vienen Y subidos aquí de la es muy tolva desde caliente, Alta Córdoba. vamos Sí. a como adentro. Vienen subidos de la tolva desde Alta Córdoba. Vienen. Ahora, si quieren volver de vuelta para Córdoba, ellos no pueden viajar acá, ya les hemos dicho. Gracias. Смотри, как классно, мы сейчас уедем четко от того охранника. Hola. Ah, Córdoba. Gracias. Somos de Rusia. Rusia. Слушай, Илья, наш грузовой отправился. Посмотри. Нас только что очень смешно приняли, не приняли, в общем, непонятно. Немножко случилось, поезд остановили, да. Ну, и поезд ехал, как мы поняли, в карьеры. Соответственно, нам туда не нужно, потому что там охрана, очень стрёмно. И как бы нас как раз товарняк остановили, а здесь стояла вот эта электричка короткая. Даже это больше трамвай, такой электротрамвай. И, в общем, едем теперь назад на станцию грузовых. ¿Por qué hay tanto policía? Ага. El tren en formación siempre están cruzando villas. Villas que serían gente de bajo recurso y que quieren robar o quieren romper las instalaciones.
hay algunas instalaciones que están marcadas con piedras, palos, todo eso. Por eso más que nada. Tiran piedras. Sí. Y rompen los cristales. ¿Niños? ¿Niños o...? De todas las edades. ¿Cómo piensas, por qué hacen así? Para robar. Здесь все эти постройки вдоль железной дороги нелегальные, как раз таки эти трущобы. Но в целом я так и думал. Вот. И что здесь может быть опасно ходить. Соответственно, вот полицейский зашел в поезд буквально за несколько станций до этой, когда стало вот так вот стрёмненько. Y roban, por ejemplo, trenes de carga que pasan acá. Es muy difícil. Porque trenes de carga traen productos, materiales, o sea, ellos más que nada van por celulares, cámaras, bolsos, mochilas, todo eso. Si hay un tren para el norte, ¿Para Tucumán o cómo? ¿Esta dirección? No. hay. Lo que vamos a bajar va a ser el tren de carga de Calera, cargado con piedra, va a estar como a las 3, 3 y media de la tarde. Lo nuestro es el CC nomás. CC, ajá. CC. Es hasta, CC. hasta Rosario y hasta Tucumán. Tucumán. Ajá. Los demás son otros ramales de otro ferrocarril. al Rosario hay trenes. A Rosario. Sí. ¿Hoy? No sabía decir porque no puedo entrar el sistema, eso estaba viendo. No puedo entrar. Te iba a mostrar la pantalla de están todos los trenes, la circulación, pero no puedo entrar. Ok. ¿Y a qué transportan a Rosario, Amazo? Soja, maíz, azúcar, В piedra. общем, здесь, в Аргентине, все такие дружелюбные, но, по крайней мере, те люди, с которыми мы сейчас встречаемся. И, соответственно, ну, можно немножко менять свою стратегию поведения и вот так действовать. В общем, поскольку здесь сложно куда-то уехать на поезде, потому что очень редко движение, и чтобы не тратить прям на это много времени на ожидание, можно вот просто подходить, пытаться спрашивать у машинистов, у путейцев. В час будет поезд в эту сторону, на юг, в сторону Сан-Франциско, получается. И до часу дофига еще времени, ну и плюс, так как нам ехать будет ночью, ну, надо сейчас лечь поспать, я думаю. О, это на подушку? Отличная подушка. Ты думаешь, тут в камышах, да, нормальный будет спот? Думаю, что да. Там, ну, нас не видно, нам все видно. Ровно, травка, как ты хотел. Довольно вроде бы чисто. На змей чекал? Как это я мог чекать? Прикольно, здесь, наверное, рабочие в теньке сидят, когда Нет, когда жарко. здесь никто не сидит. А что здесь так вытоптано? Слушай, просто камыши не растут, такое место, прогалина, такое же бывает. Я ложусь спать. Ложишься спать уже? Да. Так быстро? Ты как, кстати, устал за сегодня? Ну да, мы же спали плохо, в основном из-за этого. Сегодня ночь теплая будет, 20 градусов. Да? Ну вообще, с учетом погоды, у нас удачное время, чтобы ехать. Возможно, как раз на самую жару Крюченч попадет. Я думаю, что надо в Сан-Франциско будет до машинистов докопаться. Типа спросить у них. Когда он дальше поедет, типа. И может быть они там возьмут в кабину нас, например, дальше. Мы будем какой-нибудь будильник ставить или сигнализацию какую-то? Я думаю, да, будильник поставим. Ага. И ночью проснемся. Я так с Ника уезжал как-то в США. Мы по будильнику А встали. вы знали, когда поезд будет? Да, примерно знали, что он ночью прибывает, типа в 2 часа ночи. Y no tienen a dónde estar, o sí, se van a quedar, muchísimo cuidado, y más con esa cámara, porque es muy peligroso. Los invito a que crucen la avenida y que vayan a otro lado más cerca. Ага, Acá no se puede estar aquí. entendemos, sí. Entonces, no hagamos las cosas peores. Sí, Bueno, sí. muchachos. Excelente, gracias. Nos vemos. Вот мы и поспали на станции, блядь. Ну давай уйдем пока что, по крайней мере, отсюда. Да уж, спалились. Что думаешь делать? Смотри, у него в 9 смена должна быть. Ну, через 10 минут. Типа закончится. Ну, если, типа, охрана также по графику меняется.
Вот такие контрасты бывают в путешествии. Недавно ночевали на станции, на картонках, и вот заселились просто в хостел, который очень классно выглядит. Здесь включен завтрак очень крутой. Ну и в целом тут вот такой интерьер современный, кондеры. В общем, люблю путешествия за вот такие вот моменты. Блин, только что охранник нас выгнал со станции с пистолетом, размахивал, короче, вот так вот пистолетом в разные стороны. Он был бухой. Ну, я думаю, что нам нужно сейчас будет всю ночь следить за станцией и не спать, чтобы можно было нормально уехать. Не хочется совсем такого. Потом второй раз нас уже там заметил. И, в общем, ну, это было жестко. Ну, типа, было стрёмно, что пистолет может выстрелить у него случайно. Он прямо так размахивал в разные стороны. Орал, ну, типа, от него перегаром жестко пахло. Может быть, они сейчас концевой знак, например, повесят на поезд. Ну, вот это то, что может нам помочь сильно, если они действительно будут соблюдать правила и повесить концевой знак. Очень жарко. Сегодня днем было плюс 38 градусов, и ночь тоже очень жарко. И сейчас мы стоим, смотрим, какой все-таки состав наш, а какой нет. И там стоит несколько составов, и мы не знаем, который из них. В общем, как это можно понять? Обычно в конце состава вешают концевые знаки, которые говорят о том, что вот, типа, состав собран, и он готов к отправлению. В разных странах эти концевые знаки выглядят по-разному. А здесь, в Аргентине, как я успел заметить, это такой красный огонек, да, в конце поезда, который очень ярко светит. И, по идее, его должны повесить. Тогда мы узнаем, что поезд готов к отправлению. Похоже, да, на концевой знак именно. Да, только он не мигает, да, он выключенный. Но смотри, я об этом еще подумал. Тут его можно переставить? Он может быть подключен к тормозной магистрали, например, и активироваться, когда воздух есть. То есть, если он не мигает, это еще значит, что воздуха в составе нет. Получается, что он, как бы, две функции выполняет. Если отцепились вагоны, и если воздух ушел, то он не мигает, и можно понять, что что-то не так. Блин, пипец сложная спецоперация со всеми этими условиями, с ограничениями. Тут именно, что, знаешь, нет никакого условия, которое невыполнимо, но просто их очень много. Типа, вот, типа, что мы не можем на ходу запрыгивать. Так бы мы на выйти со станции просто взяли. Ну, не то, что прям, да, мы могли бы в горловине, например, сидеть и при отправлении зачисляться, или, у нас было бы больше, короче, сильно масштаб. Мы могли бы сидеть на другом, мы залезть могли в любой поезд и ждать отправления, вот. Потом, типа, что они редко очень ходят, что они ходят еще не пойми когда, то есть нам говорят, типа, в 9, потом говорят в час, а потом он уезжает, типа, в 5 утра, по факту. То есть, и сами они не знают даже когда, то есть хаотичное такое какое-то движение, и не знаю, и охранник с пистолетом, который за нами бегал. Типа, Ты испугался охранника? Не знаю, нет, я не успел испугаться как будто. Типа, там была ситуация сразу, в которой нужно просто действовать. Типа, там вести себя аккуратно, там, чтобы он ничего не сделал такого. И, как-то уговорить его, чтобы он пушкой не махал на просто, на двух чуваков, которые на картонке спят в камышах. Чё, Идеально нам сесть на хоппер, который напротив другого хоппера, в другом поезде. Я не понимаю. Ладно, пойдем, мне кажется, не надо это делать. Да, подведена, Илья, подведена. Подведена. То есть гипотеза, что, может от воздуха он работать, когда накачают состав. Да, скорее всего, так и есть. Что? Скорее всего, так и есть. Да. Пойдем в тени поезда, хотя есть полутень, от правых фонарей хотя бы. Возможно, нам еще лучше чуть вперед пройти, подальше. Поезда оба длинные, чтобы быть, подальше от кипиша. Слушай, давай чекать это. Там же может быть охрана между путей или путейцы. Сейчас как будто идеальный момент. По-моему, нет никого. А посмотри, груженный он или нет. Пружины сдавлены. Груженный, да. Да. Мы здесь можем сныкаться? Вообще, кажется, да. Лесенка здесь
Нормальная. Хорошо, залезай. Хорош. Охренеть, я прокачался, Илья. Да, вижу. Видите как? А, ну я еще руками держался. Предыдущие были неудобные. Здесь хорошее место очень, смотри. Сейчас я чекну тут в эту сторону. Как думаешь, стоит чекать? Илья, мы не пробуем ездить, слышишь? На нашем поезде мигает красный огонь. И они стоят у последнего вагона именно нашего поезда. Хорошо. Потому что даже если тот продувается, то предлагаю, раз у нас загорелся эта штука, на нашем поезде просто сидеть дальше делаем.